Всем привет, друзья! Представляете, у нас сегодня утро, понедельник. Даня за какое время первый раз идет в школу очно, а не дистанционно. А на улице-то холодина. А на улице-то минус 21 градус. Вот. Ночью было минус 25. Сейчас чуть поменьше, но ощущается, все равно пишется как минус 25 пока. Так что такие у нас дела. Поставила сейчас я чайник. Даня уже встал. Время у нас 7:26. И так начинается наше утро. Так, ну что, Дань, готов ты к первому дню-то? Сколько вы не ходили в школу, я уже не помню вообще. С начала октября. Ноябрь, декабрь, январь. 3 с чем-то месяцев. Да? Сегодня у нас 18 января. Готов? Готов. Или нет? И лучше бы еще посидели бы. Конечно, можешь сидеть. О, Кися к нам пришла. Так, в общем, Даня есть ничего не хочет. Встал он хорошо, прям в половину. У нас что-то полчаса еще до выхода. Но вообще к 8 сказали приходить. У них уроки же не 8:30, а там в разных классах по-разному. Вот у них 8:20. Вот, ну, в принципе, школа недалеко, так что он все равно будет выходить около 8. Так, ладно, сейчас будем одеваться, потому что посмотрим, что мы оденем, чтобы потеплее было. В общем, кошмар какой-то. Завтра уже должно теплеть, а к концу недели быть около 0. Опять. Вот Маша там дрыхнет. Да? Да. Так, ладненько. Будем собираться. Потом еще включимся. Все спят. Даня собирается. В общем, хотел вчера он надевать на рубашку на футболку. На улице так холодно, что рубашку наденет на водолазку. Кофту хотели одеть, но потом он не захотел. Карту нашли его, по которой он проходить в школу. А у нас тут еще сумки стоят, не разобраны. Вчера часть разобрали сумок, а часть нет. Кошка вышла провожать Даньку. Да, вчера чуть-чуть подстригла бока и зад Дани. А, кстати, ничего не причесывается. А, намочи чуть-чуть. У тебя волосы-то. Красавчик. Ну что, друзья, Даня вот так утеплился. Перчатки у него, шапка, куртка, штаны. На штаны теплые. И кроссовки, но это зимние кроссовки такие. Все, сейчас пойдет. Иди, одевай рюкзак. Выходим. Сейчас тебе тут открою. А все, Данюш, что, удачи тебе. Спасибо, пока. Первый день. Не грусти. Хорошо. Все. Пока. Давай, пока. Пока. Кстати, у нас сломался свет. В туалете не включается. Сережа вызвал сегодня электрика. Он сказал, что там 0 пропал. Вчера что-то пытался сделать, но... В общем, сказал, что пускай электрик делает. И к нам сегодня в 10 утра должен прийти электрик. Всем привет, друзья! У нас тут случилось небольшое ЧП. В туалете пропал свет. Не работает. Вот как видите, сейчас не работает свет. Он потух. Вот. Я тут пытался поковыряться. В общем, проблема началась в том, что он стал мигать. А потом вообще потух. Вот так вот сейчас посвечу. Вот так вот. Он потух. Стукнешь на лампочку, свет появляется. Потом опять пропадает. Ну вот
такая проблема была, и вот сейчас приехали, и я решил разобраться с этим вопросом. Снял тут все. В общем, нашел проблему. Проблема в том, что фаза есть, пропал ноль. Здесь еще советская система, алюминиевые провода, и здесь фаза всегда под напряжением. То есть сейчас же пускают как через выключатель фазу, чтобы выключатель прерывал фазу, а здесь сделано все шиворот на выворот. В общем, не знаю, где пропал ноль, фаза есть, все. Один раз даже током ударил. В общем, фаза есть, ноль пропал. А здесь я открыл эту штуку. А тут делали ремонт еще, когда в ванне, в туалете. Что-то накрутили, навертели рабочие. Вот я тут пытался, думаю, ну что тут разберешь? Тут вообще конец. Все, ничего не подписано. Все заизолировано. Изолентой, которая... В общем, вот так вот все заизолировано. Куча проводов, хрен поймешь, что да куда вообще. В общем, я даже не хочу в этом разбираться. Это не мое дело. А дальше я делал сам, я там знаю, что да как. А здесь советская технология. Поэтому не знаю. Пускай еще там какие-то провода торчат. Ну, в общем, итог всего дела. В общем, я вызвал мастера, электрика. Приедет сейчас в 10 часов. Должен приехать. Нашел я его на сайте Профи.ру. Стоимость работ от 700 рублей и выше. Но я думаю, с 700 рублей он не возьмет, возьмет много больше. Потому что тут проблема очень сложная. У нас такая же штука случилась на кухне. Вот у меня времянку сделал вот так вот. Теперь у нас так включается свет. Здесь вот с пультика. Так что 0 пропадает, 0 почему-то. Так, это вот технология бабушки. Ну, спасаемся пока вот так вот. А что делать? Ночь как-то ходить в туалет, темень такая. Так что жду мастера, когда придет. Приехали, воду заказали в самокате, потому что кулер мы хотим поменять. Давно у нас уже кулер, ну как давно? Пару лет мы уже раз чистили его. И вот сейчас он стоит вот за мной. Вон. Но так как долго им не пользовались, вот, то Сережа говорит, давай его поменяем, и все. Поэтому пока вода холодная вот такую. Из банки заказали, ее пьем. Вот надо, в общем, дома надо делать кучу дел. А то мы приехали, свет не работает, кулер надо менять. В общем, есть дела. Кошка! Я вчера, кстати, открыла вот этот вот, мне дарили на Новый год подарочный набор такой. И вот кому интересно, что внутри, я сейчас покажу. Видите, Либридерм. Коллекция витамин Е. Значит, внутри это все выглядит вот так вот. Шикарненько. Здесь у нас крем. Я как раз достала, открыла его, потому что мне нужен был крем для рук. Крем для рук. Вот, кстати, хороший такой, увлажняющий. Отличный. Все так красиво в коробке лежит. И получается здесь маска антиоксидант увлажняющая. И нежный крем-гель для умывания. Это мне надо вот этот крем-гель отнести в ванну сразу же. Вот такой набор. Я сейчас пью чай. Смотрите, со мной здесь Ася. Даня зашел уже в школу. Ася пришла, села на стульчик и находится тут рядом со мной прямо. Кс-кс-кс-кс. Хорошая. Кс-кс-кс-кс. Соскучилась по тебе. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Вот дает. А ну лежи. Вот. А я пью чай. Вот, сейчас попью чай и пойду, наверное, еще тоже отдохну, полежу. Сережа как раз встанет, что время у нас 8:30, а в 10 придет, как я сказала, электрик, потому что у нас не работает свет. Так, а вот кулер, который нам нужно поменять. У нас бак есть.
Но в этот кулер не хотим его ставить, и мыть его тоже не хотим. Ну так его вскрывать просто так мы не хотим, а кулер, когда купим, не знаю еще. Вот уже светает, так что уже расцвело даже. Вот смотрите. Снега я бы не сказала, что много нападало. Нет. Просто то, что холодно. Минус 20 на улице. Вот стоит наша машинка прямо перед подъездом. А Даня, как я говорю, я по карте видела, что он прошел. Так что его первая учебная неделя после 3 месяцев дистанционки началась. Пишите, какая у вас погода. Конечно, у нас в Москве минус 25. Это очень холодно, потому что такая влажность, потому что это ощущается совсем не так, как в Сибири или где-то в других регионах. То есть, наверное, всем известно, что если поехать на море, то там и 0 градусов ощущаться может, как у нас минус 10, к примеру, в Москве, а у нас минус 25 может ощущаться как минус 35, минус 40 там в другом регионе. Поэтому в разных регионах и разная температура, при которой дети не ходят в школу. Ну, естественно, минус 25 это еще не повод для средней школы в Москве не ходить в школу. От минус 26 до минус 27 при ветре закрывают школы для средней школы, и при минус 30 закрывается для старшеклассников 9-11 класса. Ну, а младшие классы, они, по-моему, уже при минус 25 могут в школу не ходить. Так что вот такие дела. Но сегодня, я надеюсь, это последний такой денечек, такой супер холодный. А потом все идет на уменьшение. Будет у нас уже там минус 15, минус 10, а потом и 0. Всем приветик. Даня уже дома. Отучился. Время у нас 2:30. Ну что, Дань, холодно на улице, нет? Нет. Расскажи, что нового. Много детей в школе? 15 из 32. Ну, в классе, да? А в Да. школе вообще много детей? А, ну в школе, да. Понятно. Как встретили? Учителя, дети что говорили? Да ничего, просто. Сказали, ага, теперь начнете учиться, а то отлынивать или наоборот. Ну, типа того, что было. Понятненько. Ну, в общем, вот так вот Данька отзанимался сегодня. Сейчас пойдет, будет. Что ты будешь там кушать, чай пить? Да? Вот, ладно, хорошо. А мы, кстати, Дань, ты знаешь, починили свет. Ну, не мы, конечно, а папа вызвал электрика. Понятно. И я рассказывала, что свет у нас не горит. В общем, нам сделали свет в туалете. Замечательно, так что можно туда ходить. Осталось только кулер купить. Ну, пока водой пользуемся. Вот, про что я говорила. А учителя у вас сделали прививки? Ничего они не говорили? Не знаю. А кто-нибудь вообще говорил? Сегодня... Да, что говорю? Ну, про прививки, про что-нибудь? Нет, сегодня вот к нам пришли, ну, типа, врачей, Ага. смотрели, ну, во-первых, измерили температуру и смотрели на шею. А, у всех нормальная была температура? Да. А на входы в школу есть Да, там тоже. температура, да? А в основном есть санитайзер, что-нибудь, Да, как вообще? В каждом классе такая, ну, бочка. А, то есть можно. Ну, ты своим лучше пользуйся, потому что Наверное, я своей у пользуюсь. тебя со спиртом, а какой у них, я не знаю, бывают такие санитайзеры, ну, как бы, менее эффективные. В масках никто, да, не был? Ну, как мне туда ходит? А ты? Нет, прям на уроке в маске? А, не, на урок не скинул. В коридоре кто-то ходит или у вас в классе? Не, ну, если они идут там в столовую, например, надевать маску. Ну, ты тоже, если куда-то идешь, Ну, одевай. я куда-то А одеваю. учителя как ходят вообще? Ну, как, некоторые в масках, некоторые нет. А, кстати, кто по математике у вас? Та же учительница? Ну, ясно. Ладно, ну иди отдыхай. Вот Данька пришел со мной поговорить, чуть-чуть рассказать, что в школе. Вот пуфик вот этот, который я покупала к столу. Как назвать его, скажи, Дань? Ой, это... Ну, чтобы краситься стол. Вот что, туалетный столик. Вот, и пришел мне рассказывает, что да как. Уроки уже задали что-то? Да. Ясно. Ну, значит, будем делать. Много? Много? Очень. Да ладно, я увидела только в электронном журнале только по алгебре что-то задано, нет? Там по всем почти. Ну, ясно. Ладно, пока иди отдыхай, потом разберемся.
Вау, свет! Действительно, вау! У нас свет. А что, котлеты еще есть? Последняя одна была в миске. Ну вот кушай, Картошку молодец. брала. Мгм. Ну и потом сосиски кому остальные. Картошка-то еще есть. И суп очень хороший. Вчера же я его Ну, делала. поняли. Куриный. Я хотела про речь рассказать. А что речь? Речь, ну, голодный был ужасно. А я там, были какие-то 2 пакета с каким-то непонятным мясом уже. И я один разморозил. Так вот, я ж корм с балкона достала, его, Ну, который он ест. неважно, все равно место надо использовать. Не В этом, важно. который я разморозила, Приятного аппетита, Дань. да, приятного аппетита. Там оказалась куриная печенка. Ну, я половину ему дала, он с такой жадностью ел. Это вообще. Ну, съел, я вообще добавочку дала, еще на вечер оставила. И потом у меня еще все попрошайничал. А потом, когда я его мыла, из него прям торчат вот эти вот, он, видно, линяет. Какой-то он весь такой лохматый, как беспризорный прям. Я его вычесала в ванне. Ты не представляешь, вот такой... Ну так я прям, представляю, потому что сколько мы... ну, Каждый день Сережа вот такой ком с него собирает, ага. собирал Ну, в на общем, Он даче. сейчас такой причесанный, такой красивый, такой ухоженный. Ну, это через пару дней он будет такой Ну, же. понятно, нет, сейчас От он него выходит, лезет значит, всё. надо его чесать. И он такой довольный. Вообще он такой расслабуха у него. В общем, ему, видно, очень нравится, что сейчас он дома, то все. Мы когда пришли, было... Так не, а там тоже ему нравилось, что он лежал. Ну, я имею в виду, на ну, даче да, он там, тоже... Там даже лучше на коврах он Как бы. везде только на полу. Че, слабуха, он сейчас вообще такой... Иди, Маша, пока. Он вообще сейчас уже просто более старый и больше любит так полежать там, то Ну, все. да. Ну вот, а что-то еще хотела сказать. Забыла. А корм вон я достала, который новый. Оказывается, у нас на балконе лежал корм, который... Ну, не надо покупать сейчас ему корм, который он ест. Он есть. А во-вторых, вчера мы купили вон... Мгм. На стиралке же лежит корм. 4, хорошо. Так что корм есть, Что все. хотела сказать? Ну ладно, я не помню. Ну, в общем, ладно, все. Угу. Так что это... Ладно, схожу в магазин, а потом душ приму. Ага, и хорошо. помою. Всем приветик от Маши. Всем привет. Мы все здоровались уже. Даня аж с утра. Выспалась сегодня? Угу. Вот, в общем, у Маши сейчас будет что там? Консультация. По какому? Математический анализ. У нее экзамен будет какого? Завтра. Завтра у нее экзамен. Сегодня консультация. Долго она будет идти, нет? Не знаю. Час-два. Ну, понятно. Сегодня консультация, завтра экзамен. А у нас, смотрите, все чистят. Трактора. Вот. Дворники с лопатами. Вот тут проходил какой-то мальчик. Рассыпал соль. Вот, так что уборка идет вовсю. Всем ходом идет уборка снега. На улице чуть-чуть потеплело. Минус 14,3. Ой. Вот. Сережа на работе. Пошел в офис. Посмотреть, как там дела творятся, что там делается. Ну, а мы дома. Даня пошел делать уроки. Маша ждет консультацию. В общем, скоро должен приехать Сережа. У нас время уже вечер. Даня сделал уроки. Время без 15:06 уже. Вот у Маши закончилась консультация. Так что мы свободны. И мы решили, что, Маш? Что мы решили? Сказать Макдак. Заказать Макдак. Пользуемся тем, что мы в Москве. Не надо ехать куда-то, как на даче, заказывать. Нам могут принести все домой. В общем, я Сереже говорила, он тоже говорит, закажи. Скоро придет с работы. И вот я заказала. Ну, пишут, что скоро ну, не скоро привезут. На самом деле привезут через час, пишут, что заказ готовится. Ну, по крайней мере, курьер вроде бы ждет. Заказ уже готовится. Вот такие у нас дела. Будем ждать заказ. Были такие случаи, когда курьер не привозил, отказывался от заказа, потому что заказ у нас обычно большой. Потому что мы заказываем
на 4 минимум, а иногда на 5, когда бабушка еще хочет. Вот, соответственно, это не одна булочка там, и одна картошка. И они иногда не хотят такой большой заказ нести, но вот так было 2 раза. Но сейчас вроде курьер найден, там написано, в Delivery я заказала. В Delivery Club доставка чуть дешевле, чем в Яндекс.Еде. И в Яндекс.Еде нам чаще, кстати, курьеры отказывали. У них то ли заказывал больше, а может просто это так, я не знаю. Вот, в общем, заказала сегодня в Delivery Club, хотя обычно чаще в Яндекс.Еде мы заказывали. И вот так мы проводим вечер. Во сколько у тебя завтра экзамен? Не помню, 12 еще. Не совсем рано. Угу. Так, на улице стемнело, хотя еще даже нет 6 часов. А на улице такая темень. Вот заварили сейчас чаек с бергамотом. Вот. Так что будем чаевничать. Раз у Маши закончились консультации, уроки, значит, сейчас с ней что-нибудь поделаем вместе. Так, нам доставили уже заказ. Вот такой вот большой пакетик. Сейчас будем с Машей проверять, да, Маш, что там такое находится. У которых я знаю. Так, ну, в общем, нам вот привезли все по списку, что мы заказывали. Все привезли, мы проверили. Так что ждем Сережу. Будем кушать. Так, ну вот Сережа сегодня. Ты здоровался? В общем, Сережа пришел домой. Мы его дождались. Так, и сейчас покажу. Так, ну что, сегодня был утромастер. Все пришел, все починил. Аллилуйя, у нас теперь горит свет в туалете. В общем, контакты там что-то делал, что-то делал, не получалось у него, потом опять делал. В общем, сделал. Теперь все работает у нас. Какую тебе булку давать? Привет, people. Ну давай, бери тарелку. Нет, ты бери. Кушать вот я достала. Наш заказ. Вот такие Royal Deluxe. 20 макнаггетсов. 2 ролла. Картошка это Даня любит. Соусы сырные, сладкие чили и горчичный. Макчикины Маши. Гамбургеры и чизбургеры Даня. Все. Так что мы будем кушать. Приятного нам аппетита. Пить чай. Проводить вечер с семьей. Вот. Так что на сегодня наш день окончен. Всем пока. Ставьте нам лайки. Подписывайтесь на наш канал. Пишите нам комментарии. И до встречи завтра на нашем канале. Всем пока!